но мы не знаем, как его снимать, какой стороной его ложить. Друзья, решение зачетное. Вот вам еще один способ от Фувеныча. Пока подключал камеру, друзья, увидел малине. Все в малине. Что тут говоришь, малинник, да? Чтобы жизнь была малиной. Ну, друзья, в эту субботу некое событие. Это 31 июля 2016 года я записал видео, которое стало толчком для развития моего канала, для создания в дальнейшем через год канала. И в 2019 году уже я полноценно стал заниматься этим каналом. Поэтому, друзья, я в эту субботу планирую провести стрим. И чтобы предварить какие-то вопросы, на этой неделе будут видео, посвященные целиком только фотографии. Собственно говоря, для чего изначально был создан этот канал. Мои эксперименты последний месяц, они были экспериментами, они продолжатся, но уже как бы во второстепенном виде. Получится. Так что, друзья, я вас приглашаю. В общем, друзья, приходите. Давайте Фувеныча разбомбим на стриме. Вместе с... Забросим его вопросами, поставим его в неловкое положение. Ну, а со мной будет еще однолицый. Вы знаете его теперь, да? Кто английский знает, One Face Man, да, или как там, Face One Man, без разницы. Однолицый меня зовут. Он тоже будет присутствовать, я думаю, что без него будет скучно. Фувеныч, чего-нибудь угощать-то чем-нибудь будешь? Какими-нибудь блюдами или подарками? Друзья, с вами Фувеныч. И в преддверии юбилея канала, который мы будем отмечать на стриме в субботу, я сейчас отправляюсь за интересной посылкой, которая мне предоставил наш общий с вами знакомый, это Павел Март. За это я его благодарю. Ну и надеюсь, что и однолицый, который теперь стал частью нашего канала, тоже что-то порадуется. Фувеныч, я что-то не понял. Я что, теперь однолицый? Будем тестировать новый аксессуар или основной инструмент фотографа. Просьба, пожалуйста, уважительней относиться. Вообще, называйте меня в англоязычной транскрипции, пожалуйста. Но мы уже поняли, Фувеныч, что ты все новое любишь. Вот, Фувеныч, ты можешь объяснить вообще, что происходит? Сказать, куда мы идем вообще, что происходит? Что мы будем делать? Мы что, зонтики опять идем тестировать? Или кроссовки? Или эко опять на тест прислали? Укладывают асфальт здесь и что? Где подсказка? Я понял, Фувеныч, мы трамбовать кого-то идем. Ну, во-первых, однолицый, тебе тест пришел, фото аксессуара. Трамбовать мы никого не идем, а вот укладывать будем. И укладывать будем наши замечательные инструменты для фотографии, для стрит-фотографии, пейзажной и прочее, прочее. Сегодня у нас будет, можно сказать, спонсорская распаковка. Ну а потом мы в течение недели будем осуществлять жесткий и не очень тест. Сегодня будем смотреть новый производитель рюкзака, которого я еще не встречал, по которому обзора нету. Мы будем новый открывать с вами, друзья. И однолицый нам тоже поможет. Ну вот, друзья, вот такая вот коробочка. Я не скажу, что она легкая, но в принципе и не тяжелая. Написано Гонконг. Давайте посмотрим, что там внутри. Фувеныч, я увидел только надпись. Написано Tenzing 50L. Фувеныч, опять нас обманули. Опять какая-то тяжесть нам в коробке. Зонтики, наверное. Опять зонтики. Ну что, узнаем, чем новый рюкзак отличается от старого, друзья. Я решил сразу одеть его в бой. И все.
Ну а как вы считаете? Человек купил где-нибудь, ему привезли этот рюкзак. Он сразу вытащил за мешка, как Фавионыч, и пошел. Вот пристав. Не надо ничего прищелкивать, приделывать. Все уже готово, друзья. Вытащили, и все. А потом уже будете разбираться. В некотором роде, друзья, сегодня у нас креативный обзор в полном смысле, поскольку компания, которая выпускает эти рюкзаки, называется Summit Creative. То есть это вершина творчества. А насколько вы, друзья, творческий человек, и что входит в понятие творчества для фотографа? Особенно для тех, кто занимается пейзажной фотографией. Это, Фавионыч, ты куда-то сорвался, сразу побежал. Да нет, друзья, у меня просто соленые огурцы оказалось нету. Ну, заодно проверим, так же, как я f-stop свой испытывал сначала на продуктах, так же и здесь. Готовы быть креативными. Соленые огурцы к чему-то. К чему соленые огурцы? Да? Ну, значит, отсюда. Итак, друзья, представили, что мы купили уже огурцы, у нас есть рюкзак, но мы не знаем, как его снимать, какой стороной его ложить. Будем искать какую-то ветку. Итак, друзья, ветку я нашел, вот она. Рюкзак у меня здесь. И первое правило, друзья, когда определяете рюкзак, вообще насколько он профессиональный, вы смотрите, можно ли его повернуть, например, боком, да? Этот рюкзак можно повернуть, вы видите. Дальше, все-таки, где он открывается, спереди или с внутренней частью? Давайте я подвешу и посмотрим. Вот как это выглядит. Надписи внутри, материалы. И сразу мы обнаруживаем очень интересную вещь, друзья. Рюкзак имеет внутри молнии и имеет снаружи молнии. Вы видите, что молнии как бы опоясывают эту часть. И вот с этой части мы что видим? Мы видим, что рюкзак можно открыть с передней части. Но доступ к основной технике, друзья, в профессиональных рюкзаках находится с внутренней части всегда. Здесь мы сразу же видим очень серьезную тесьму для лямок, открывающих молнии. Молния из ЮКК, японская, японский производитель самых известных молний. Видите, открывается до сих пор. То есть клапан открывается не по такому принципу, как открывается f-stop. У f-stop открывается совершенно по-другому. Но перейдем к тесту более серьезному в помещении. Я просто должен сейчас убрать огурцы свои. Или дополнительное, что я купил в магазине. Но для этого в этом рюкзаке есть совершенно уникальная штуковина. В верхней части расстегиваются вот такие крепежи. И что мы с вами видим, друзья? Мы с вами видим, друзья, ролл-топ. Ролл-топ, о котором я рассказывал. И я показывал, что рюкзак, который у меня был, это рюкзак Кенти, посмотрите обязательно обзор от f-stop, он как раз по ролл-топу. Ролл-топ очень удобная штука. Здесь в данном случае ролл-топ еще и жесткий. И самое удивительное, друзья, что ролл-топ на молнии. То есть он не открытый, как у Кенти, а он закрытый. Открываем внутрь и видим, что у нас внутри есть нечто подобное какому-то отдельному отсеку. Но это еще не все, друзья. Сюрприз заключается в том, что внутри самого рюкзака лежит вот такой пояс. Этот пояс используется, может быть, различными способами. И здесь идет инструкция по применению, что можно с этим поясом сделать. Но, друзья, во-первых, это необычный пояс. Здесь также есть отдельные карманы. И в данном случае, например, если вы отправляетесь вот в магазин, вы можете этим поясом пользоваться по-другому. Каким же образом можно еще раз использовать его? Понятно, что можно его вокруг себя обвести и, вытянув ремешки, настроив вот таким вот образом. Вот и готово. Я там вижу, кстати, друзья, еще какую-то вещь. Смотрите, ярко-красного цвета, и, судя по всему, это чехол-дождевик. Он в комплекте уже идет. Что же можно еще придумать с помощью этого пояса, друзья? Я знаю множество вариантов, но есть один вариант, который очень важен для рюкзаков, когда вы находитесь в походе. Я говорю о том, что рюкзак можно повесить за этот пояс, друзья. И для того, чтобы деревьям было хорошо, мы это сделаем с вами. Если у вас ветка не раскрывается, как в данном случае у нас, то мы можем повесить его за этот пояс.
Вот, друзья. Все. Рюкзак висит за ветку, которую мы не ломали, ничего не делали. Вот вам еще один способ от Фувеныча. Друзья, еще одна вещь, которая сразу бросается в глаза. Посмотрите. Видите, да? На рисунках в каталоге это не было непонятно. Я думал, что это молния, потому что по рисункам было понятно, что это похоже на молнию. Но это не так, друзья. Это ручка. Ручка для переноса и для того, чтобы удобно было складывать его. Друзья, решение зачетное. Пока я двигаюсь в сторону дома, обращаю ваше внимание, что стяжки очень удобные. И сами вот эти так называемые лямки, они внутри мягкие. Очень комфортные. То есть я сейчас несу пустой рюкзак, но по весу могу сказать, что с моим F-стопом Антилопы 50, сейчас он выпускается 50 литров, но у меня 62. И с вкладышем. Вес примерно такой же, около 2,5 килограмм.